Привет, 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 песеры, с вами Морж и продолжение рубрики «Исповедь новичка». Немножечко отложил я ее в сторону, надеюсь, вы успели соскучиться, хоть что-то там публиковал в Телеграме, какие-то новости, да, ссылка на него в описании, закрепленном комментарии, можешь подписаться, давайте уже добьем 5К все-таки в моем телеграмчике. Состав вы мой помните, усиливать есть кем, мягко говоря, и играть очень-очень даже сложно. Сейчас у нас вышел второй спецвыпуск игроков, люди получили Салаха с рейтингом 93, а если тренер прокачанный, там и 96, и 97, Левандовских, Криштиану Роналду. Короче, мой состав реально выгребает. Плюс еще и форма тут у меня у всех С почти, что разве что у Фернандеша Б и у Салибы Б. Ну и само собой, моя скамейка тоже не вызывает никаких вопросов. Вот этих вот ребят я вообще зря покупал, честное слово, хреновые. Ну то есть не прокачаешь здесь хорошо, низкорейтингового защитника. Да, отдал за них копейки, тем не менее вот эти 4 человека мне нахрен не нужны. А Конква, кстати, очень даже тащит, мне дико понравился. Куба нормально, ну и Фабио Силва тоже меня не совсем устраивает. Есть у меня к нему вопросы, хотелось бы его заменить. А тут разработчики опять начали что-то пороть, что-то поганить. Короче, надавали ГПшечки, у меня почти 300 тысяч собралось, я там ивентики попроходил. Короче, сейчас будем кутить прям на все, прям до копеечки потратим все нахрен на усиление моего состава. По тем игрокам, что у меня есть, скажу, Дака, вот, советую, если у вас нехватка денег, советую его брать. 78 умения атаковать, да, не слишком супер, зато 88 скорости, 90 ускорения, он просто охренительно отрывается, и баланс кое-какой есть, и выносливость есть. Короче, Дака у меня забивает очень много. Шешка, конечно же, опять в том же Телеграме выкладывал просто потрясающий гол в падении пяткой за него. Вам дико понравился, мне тоже дико понравился, я его поэтому опубликовал. У этого классное умение атаковать, 82 скорости, 70 ускорения, тоже вполне себе неплох, при росте 194, плюс у него еще 9 навыков, короче, тоже рекомендую, советую, но, конечно, тоже, да, 95 вы его не прокачаете. Тем не менее, показывает себя. Дзаньоло, вообще никаких претензий, классный атакующий полузащитник, опять же, у меня он очень быстрый, он классно ускоряется, 84, при этом и скорость есть, и реализация кое-какая есть, короче, и пасы дает, и к атаке подключается и завершает. Гравенберг и Камовинга, вообще в них тоже абсолютно доволен, оба классные. Камовинга, кстати, очень часто подключается в атаку, несмотря на стиль дирижер. Мне дико заходит, хотя, само собой, с игроками, которые по 95, и у ребят в составах там, Гравенберг, например, ну, хрен он посоперничает с Веерой, вы сами понимаете. Но негде мне здесь брать Вееру, у меня тут денег нет, но вы держитесь, так сказать. Нахожусь я сейчас, кстати, в 5-м дивизионе, не особо я их играю, потому что смысла особого нет, но думаю, после усиления состава и небольшой его прокачки смогу подняться и выше. А Фернандеш, его я вам тоже рекомендовал, 25 лет ему, тоже 190 сантиметров, очень сильно напоминает Гравенберга, тоже имеет 9 навыков, но тоже, конечно, его особо сильно не прокачаешь. По линии защиты отдельно выделяю Синга, классное ускорение и скорость, при этом умеет защиту, при этом 190 сантиметров, топчик, реально топчик, вот если б не форма D, вообще прям хорошо. Миколенко, аналогично, очень классная карточка, только похвалить его могу, быстро бегает, мяч забирает, красавчик. Бадишаиль и Салиба, ну пока что справляются, но нужно усиливаться, потому что, опять же, сильно их не прокачаю. По Лафонту тоже ничего плохого сказать не могу. Тащит, на свои цифры тащит. Но сегодня мы будем усиливаться, и у меня в планах подписать прям звездного игрока, прям обокрасть Барселону, 308 тысяч ГП у меня есть. Сейчас мы будем ее обкрадывать, но начнем, правда, не с него. У меня тут списочек, я как обычно, когда денег нет и нужно понять, как на булку хлеба и банку консервов прожить еще месяц, ты подходишь очень сильно к просчету всего. Именно так я и подходил. Мне нужны нападающие на замену, хорошие бегунки, потому что скорость ускорения здесь дичайше решает. Советую вам тоже брать бегунков. Вот, и я для себя, ну, начнем мы с Дэвида. Вы знаете, на основном моем аккаунте он у меня выпал в качестве фиолетовой карточки, но здесь я готов его потратить 43 тысячи, прям от сердца отрываю на вот эту карточку. Действительно, и прокачивается более-менее, прокачиваться он будет до 88, я смотрел по базе, раскидывал статы, будет обладать классной скоростью и ускорением, при этом вроде 177 сантиметров нормально, при этом 10 навыков, короче, он мне нужен. Давай, от сердца отрываю, Дэвид, для тебя, сколько я готов заплатить за канадского игрока. Итак, первый новичок приходит к нам в команду, и сегодня новичков, кстати, будет Дэвид первый, еще один, так, еще один.
И еще один. 5 новичков, 5 карт я сегодня подпишу, да, за 300 тысяч я мог подписать условного Мбаппе. Ой, не Мбаппе, конечно же, Мбаппе. Мбаппе миллион стоит. Мане, например. И это охренительный игрок. Но типа он один, а у меня ни скамейки нет, ничего нет. При этом здесь форма очень сильно решает. Поэтому по стрелкам надо будет выставлять. Здесь нужно действительно иметь хорошую скамейку, чтобы нормально себя чувствовать. Отлично, Дэвид приходит в наш состав, один нападающий есть. Далее. За кем пойдем мы следующим? Мы, наверное, пойдем за центральным полузащитником. В принципе, тоже он стоит 43 тысячи, и он из Монако. Я надеюсь, вы уже догадались, кто это. Тоже очень даже неплохо качается. И будет иметь, по-моему, 89 на максимальной прокачке. Я раскидывал статы. Конечно, это вот наш парниша. Мы сегодня подпишем еще одного центрального полузащитника, еще одного опорника. Стиль от штрафной до штрафной. Я ему планирую поднять кое-как защиту, поднять кое-как скорость и ускорение. Короче, я думаю, этот парень будет очень даже норм. 187 сантиметров, 10 навыков. Франция, да, сейчас он на рейтинге D. Ну, надеюсь, это все дело сменится. Вот, пока мне он нужен состав. Именно для ротации состава он мне крайне пригодится. В принципе, чем еще сейчас заниматься? В мобилке, как вы знаете, у нас нехрен делать абсолютно. До завтра у нас не будет ни команды недели, ни икоников. Поэтому сейчас все силы я отдаю на eFootball 2022. Ну и надеюсь, те видео, которые выпускаю, в которых объясняю какие-то аспекты игры, вам очень даже помогают. Поэтому, ребят, видео надо поддерживать, я все-таки стараюсь. Недавно в Телеграме я, кстати, показал, сколько я заработал за целый месяц работы. При том, что за месяц было собрано больше, чем 500 000 просмотров. Вы можете зайти посмеяться, так сказать, какие тут бабки огромные вертятся. Времени я трачу на это, конечно же, гораздо больше, но ваша поддержка меня на это мотивирует. Хорошо, подписали мы центрального полузащитника, теперь нам нужен опорник. И, к сожалению, он не приписан ни к какому клубу. Может, я не помню его национальность, но я думаю, вы догадались, за кем я иду. Про него я говорил, его я выделял, очень недорого стоит, тем не менее, он крайне хорош. Конечно же, это Барриос. Барриоса мы берем. Здесь он у нас не имеет приписки ни к какому клубу, якорь, стиль, классные показатели в защиту, хорошая скорость и ускорение на старте, при этом по снизам присутствует, при этом 10 навыков присутствуют, тут акробатические выносы и подкат, да, 178 сантиметров, ну не 190, но за эти деньги таки надо брать, но мне так кажется, поэтому Барриос тоже не приходит в мой состав. Итак, усилились мы пока что 3 игроками, остается у нас еще один центральный полузащитник, кстати, надежда Англии, так сказать, я тоже думаю, вы уже догадываетесь, о ком я говорю. Ну и звезду из Барселоны. Звезду из Барселоны я, конечно же, подпишу, потому что я пообещал это, и видео так, скорее всего, будет называться. Поэтому, что мне вас обманывать, что ли? В общем, идем мы за следующими игроками. Значит так, кто нам теперь нужен? Конечно же, центральный полузащитник, и он тоже не приписан, к сожалению, к клубу. Но здесь я хотя бы национальность помню. Так, где у нас Англия? Где у нас Англия спряталась? Что-то я не понимаю. Так, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Казахстан, Латвия, Люксембург. Ой-ой-ой. Ну где Англия? Шотландия, близко Шотландия, но Шотландия не Англия. Монако, Сербия, Черногория, Косово. Так, что? Где я потерял Англию? Расскажите мне, пожалуйста. Так, Израиль, Турция, Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния, Болгария. Ну так, Дания, Англия, вот. Англия, конечно, мать его, Англия. Как говорилось в одном известном фильме, хреновая рыба, дожди и Мэри, мать ее, Поппинс. Англия. Конечно же, это Беллингем. Беллингема мы будем подписывать. 58 тысяч. Опять же, от сердца отрываю. 75 он имеет на первом уровне. Классная скорость и ускорение для его позиции. В защиту я его тоже немножко подтяну. В пасы подтяну. 10 навыков присутствует. Короче, я считаю, что этот парень будет очень даже хорошо за меня выступать. 58 кусков. Ну, забирайте. Забирайте, так сказать. Забирайте, что уж с вами поделать. Эх, было бы чуть побольше денег, были бы хоть какие-то варианты, я бы, наверное, подписывал каких-то других игроков, но, к сожалению, денег нет, и нафармить их, пока что негде. Можно, конечно, катать онлайн по 100 гпшечек за матчем, но я, по-моему, охренею этот весь онлайн катать. Итак, Беллингем подписан. Идем
Идем в Барселону. Идем воровать у Барселоны, так сказать. У меня не смогут отказать в этом трансфере, и это на самом деле замечательно, потому что я думаю, что этот человек просто не пошел бы в мою команду, если бы у него был выбор. Но выбора нет. Скоро рассвет, выбора нет. Поэтому этот парень будет к моей команде присоединяться. Конечно же, я говорю о Пьере-Эмерике Абамеянге. Охотник за голами, 79 на первом уровне будет иметь, при этом умение атаковать 79, реализация 74, 83 скорости и 80 ускорения. Не раз я его уже пробовал в онлайне, на основном аккаунте он у меня есть. Парень дает реально очень. 9 навыков у него, да, 32 года, да, всего лишь 29 уровней прокачки, то есть 28 он прокачается, это 40-56 навыков будет иметь. Но мне кажется, тут каждую копеечку он, что называется, отработает. Я думаю, посмотрев на название этого видео, вы думали о Педри, например, или о Гави, например. Этим ребятам в моем составе, если честно, не место. Я стараюсь играть в быструю контратаку, и, к сожалению, они пока в мой состав не вписываются. Ну что ж, все трансферы мы провели. Опять я сажусь, так сказать, за сбор денег. 37 тысяч у меня остается, на них ничего хорошего пока что не купишь. Тем не менее, мне нужно усиливать линию защиты, поэтому следующий мой заход будет именно в защитников. Точнее, я этих ребят прокачаю сейчас немножечко. Вот, пойду схожу в ивенты, завтра ивенты обновятся. Вот, и я думаю, что-нибудь хорошее мы с ними сделаем. Так, давайте по 2000 опыта закинем в наших новичков, чтобы сразу прокачался стиль, потому что это очень даже важно. У меня быстрая контратака. На самом деле, если у вас хороший тренер, где-то до 90 можно поднимать, больше очков на это дело все не тратить. Так, Аупчик, конечно, мы тебе поднимаем стремительность на 4, чтобы увеличить умение атаковать, ускорение. Силу ног и выносливость, потому что ты у нас не особо выносливый. И, в принципе, на этом навыки у меня заканчиваются. Апнется он до 81, что вполне себе неплохо на фоне моих, в принципе, ребят. Беллингем, давай тебя тоже немножечко прокачаем, по 2000 опыта вкинем. Опыта, как вы понимаете, у меня тут тоже далеко немного, вот, поэтому тратить приходится все это дело с умом. Здесь у нас 14 аж навыков Беллингем получит, и мы его немножечко пропаем. Так, начнем с соответствия. Здесь, 83 маловато, давайте 93 пусть все-таки будет, чтобы нормально сразу он в команду вписался. Что ему я хочу вкачать? Я хочу ему вкачать ускорение, потому что оно реально очень сильно решает в этой игре. И, наверное, я ему сразу же вкачаю на 4 защиту. Вот, пусть хоть чуть-чуть в этом он соображает. Ну и пас. И пас, пожалуй, вот так вот поднимем. До 78 он увеличит свой рейтинг, что есть хорошо. Бариос. Здесь реально можно выиграть очень классную защиту. Бариос, вот я прям смотрю на его карточку, я понимаю, что он прям будет отрабатывать каждую свою копеечку. Так, два тренера мы используем, 12 навыков мы получаем, сейчас мы ему и сыгранность сделаем, да вообще будет такая цаца, ой-ой-ой, 87 оставим, достаточно. Значит, Бариос, конечно же, защита, вы что, он же опорник, стремительность, конечно же, советую вам реально в первую очередь это понимать. Кстати, 83 баланса, охренеть просто показатели. Так, сила ног и выносливость, скорость, да, вот так вот немножечко поднимем, до 81 он у нас качнется. Так, кто у нас остается? Остается у нас Монакец, интересно, есть такое слово, Монакец? Мне оно нравится, если я его придумал первый, то патентуем за маржом, почему бы и нет. Такс, прогресс, стиль, конечно же, со стиля мы начинаем, 89 оставляем достаточно, тебе мы тоже вкачиваем защиту, вы знаете, я любитель, чтобы центральные полузащитники у меня встречали врага лицом, так сказать. Ну, не прям лицом, вот, но чтобы встречали врага. И, наверное, давай мы тебе пас поднимем, он у тебя и так неплохой. Вот, и вот так вот будет неплохо, вполне себе. 78, хорошо. Ну и последний наш товарищ, Дэвид, которого мы подписали. Эх, защиты бы, мне бы сейчас вот реально, 200 тысяч лишних, было бы так хорошо. Можно было бы неплохо очень затариться, но, к сожалению, пока что вот так.
Идем в прогресс, идем в соответствие со стилем, 92 пойдет. И, конечно же, так, ускорение само собой. 7 навыков у нас остается, реализация, конечно же, он же у нас центральный нападающий. И скорость общую вместе с выносливостью мы тоже поднимем. Апается он до 80. Ну, при том, что у нас сейчас у этих ребят отличная сыгранность под тренера, они еще получат по плюс 3, собственно, когда будут выходить на поле. Главное, чтобы настроение было хорошее. Итак, конечно же, Абамеянг, заменяет он Силу. Куба мы оставляем, Куба, кстати, неплох. Дальше сюда у нас становится Дэвид. Далее Беллингем, запасные, меняет он вот этого товарища, и здесь, наверное, сменит Фернандеша. Ну, вы видите, тоже он сразу 81 становится. Такс. Бариос, само собой. И последний, в смысле... Ну, Бариос зашел, так, Бариос хорошо зашел в состав. И последнего центрального защитника мы меняем на нашего новичка. И это француз. Вот так вот на данный момент выглядит моя команда. В принципе, наверное, даже вот так вот у меня будет выглядеть старт. Пусть Гравенберг будет на центральном полузащитнике, пусть без стиля, тем не менее, он будет достаточно неплохо отыгрывать. И я думаю, Обама у нас станет в основной состав вместе с Дакой будет два моих основных центральных нападающих. Шешка и Дэвид будут выходить с замены. Ну, возможно, кстати, Дака будет выходить с замены, потому что у него есть супер сап. Но пока что игроков еще нужно прокачать. В целом, вот так вот мы обновились по составу команды новичков. Надеюсь, мне это дело поможет дальше двигаться по дивизионам. Следующее видео запишу геймплейное, так что надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, вам это интересно смотреть. За это я вам говорю огромное спасибо. Ну и как всегда прощаюсь, ребят. С вами был Морж. Завтра поговорим про защиту, которую нужно готовить к 22 части. Ну а там дальше все по плану. Что еще сказать? Пока-пока, конечно же, куда без этого.